Привет, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Эмоциональный разрыв между Эшрефом и Ниссаном в ту ночь выплеснет наружу невысказанные чувства, которые годами были погребены в их душе. Ревность Ниссана выплеснется наружу через имя Руэ, но эта ревность добавит мощный романтический накал как зрителям, так и атмосфере сцены. Называя девочку, которую он видел много лет назад в детстве, имени которой он не знал, Руей, Эшреф и сегодня будет звучать в его душе, словно сказочный персонаж, он не знает, что эта девушка Ниссан. Эта истина, известная только Динчеру, породит в будущем нешуточные бури. Каждый раз, когда Ниссан услышит имя Руэ из уст Эшрефа, она будет чувствовать тревожную боль, которая постепенно перерастет в ревность. В ту ночь, пока они разговаривают, глаза Ниссан наполняются слезами, голос дрожит, и стены внутри нее рушатся одна за другой. Она скажет что-то вроде «Значит, ты все еще не забыл», и эти слова еще больше смутят Эшрефа. Эшреф поймет, что реакция Ниссан – не просто гнев, а нескрываемое чувство собственничества, и это осознание неожиданно укрепит их связь. Он сочтет ревность Ниссан детской, но искренней, и будет говорить мягко, чтобы успокоить ее. Обращение Эшрефа Ниссан Тек доведет эмоциональный накал сцены до пика. Это обращение выражает и любовь, и уважение, и особую преданность. Когда Эшреф обращается к Ниссан таким образом, ее обида растворится, сменившись теплым чувством близости. Ниссан глубоко почувствует, что Эшреф больше не просто очередной человек в ее жизни. В эту ночь взгляд Эшрефа станет более покровительственным, глубоким и собственническим, чем когда-либо прежде. Эти взгляды растопят все страхи, таившиеся в сердце Ниссан. Ниссан, говоря о Руе, не будет знать, что косвенно затрагивает ее собственное прошлое, добавляя сцене драматической иронии. Спрашивая, что делает ее такой особенной, она не будет осознавать, какой след она оставила в своем прошлом. Динчер, единственный, кто знает об этом, будет наблюдать со стороны, вновь осознавая, насколько сильна тайна, которую он хранит. Если Динчер правильно и вовремя воспользуется этой правдой, он увидит, что у него есть преимущество, которое может легко разрушить доверие между Эшрефом и Ниссан. Эшреф, заметив ревность Ниссан, слегка улыбнется, но это будет не саркастическая, а наоборот, утешающая, благодарная улыбка. Эшреф пытается успокоить ее, говоря, Руэ всего лишь воспоминание из детства, но это откровение окажет на Ниссан более глубокое воздействие, чем она осознает. Поскольку Ниссан не знает, что ее собственное присутствие оставило след в прошлом Эшрефа, это откровение вызовет у нее смешанные чувства и умиротворение, и сладкую ревность. В тот момент, когда эти чувства обострятся, они сблизятся. Голос Ниссан смягчится, она произнесет такие уязвимые фразы, как «Я не хочу видеть тебя такой, Эшреф», и эти слова тронут сердце Эшрефа. Эшреф возьмет Ниссан за руки, пытаясь справиться с ее эмоциональным потрясением, и этот контакт станет поворотным моментом сцены. Это прикосновение захватит дух Ниссан, ведь в прикосновении Эшрефа она почувствует одновременно чувство собственничества и трепет любви, который не могла выразить годами. Атмосфера накалится, расстояние между ними почти исчезнет, и эмоциональная близость вот-вот перерастет в физическую. Косвенное признание Ниссана «Я не хочу тебя терять» раскроет все чувства, которые Эшреф хранил в своем сердце. Это признание станет мощным сигналом к тому, что их связь преобразится этой ночью. Вероятность того, что они отдадутся друг другу в конце этой близости, станет весьма сильной. Если этот шаг будет сделан, отношения между ними перерастут не только в эмоциональную связь, но и в связь на будущее. Это проложит путь для Эшрефа к планированию будущего с Ниссаном и к формированию в его мыслях возможности брака. Но это счастье будет омрачено лишь одним – тайной, которую знает Динчер. Он будет ждать подходящего момента, чтобы признаться, что Руэ – это Ниссан, и когда эта важная истина откроется, все равновесие будет нарушено. Но в ту ночь, перед всеми этими будущими конфликтами, Эшреф и Ниссан почувствуют себя ближе, чем когда-либо, и дверь к чувствам, которые годами ждали в их сердцах, распахнется настежь. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео.
Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.